Добрый день, YouTube. Сегодня, как вы можете слышать, я подался требованию, и я наконец снимаю видео по-русски. Я читаю комментарии каждый день, комментарии, как я тупой, как я глупый иностранец, и я должен выучить русский язык. Так что я подумал, что наконец-то пришло время, чтобы показать вам все, что я действительно говорю по-русски, и я говорю ежедневно. Вы можете услышать, что у меня есть британский акцент, и я делаю много ошибок. Но я надеюсь, что вы думаете, что мое знание русского языка довольно хорошее. Для этого видео, чтобы отпраздновать мой рубеж подписчиков, я буду отвечать на вопросы моих подписчиков на YouTube, Instagram и ВКонтакте. Я записал некоторые из лучших вопросов, и я отвечу на них прямо сейчас. Номер 1. Остался бы жить в России постоянно. Я думаю, что я не буду жить здесь вечно. Я очень счастлив здесь, в России, но я люблю изменения в моей жизни. Я думаю, что через 2 или через 3 года я захожу жить в другой стране. Я буду продолжать регулярно посещать Россию, как так она стала сейчас моей второй родиной. Я думаю, что мой следующий дом будет где-нибудь в Азии или в Южной Америке. Я хотел бы больших перемен. Номер 2. Почему ты выбрал именно Россию, а не другую страну? Хорошо, в университете я изучал немецкий и русский язык, как часть моего университетского курса. После окончания университета я свободно говорил по-немецки, но не по-русски. Я хотел жить в России, чтобы услышать свои знания русского языка. И что еще? Кроме того, я когда-то был студентом по обмену в Санкт-Петербурге. И это было самое счастливое время в моей жизни. Я обещал, что вернусь, чтобы жить здесь. И я пришел как можно скорее. 3. Что было самое сложное в изучении языка? В русском языке самая сложная часть — это грамматика и произношение. Грамматика очень сложная. Это легко писать, но когда вы говорите, вы должны думать очень-очень быстро, как теперь. И вы знаете, красный, красная, красная, краснее, красного, красной, красных, красному, красным и т.д. Это сложно. С произношением у меня сильный британский акцент. Я не могу пронести букву R. У меня проблемы с мягким знаком и другие осложнения. Это сложно. Номер 4. Чем тебе нравится эстетика СССР? Я увлечен русской историей вообще.
и особенно советская история. Я люблю одежду, пропаганду, иконографию, архитектуру, и они был, по-моему, они был оригинальным мастерами брендинга. Да. Ну, я не уверен, что еще сказать. Я просто люблю этот эстетика. 5. Трудно ли было адаптироваться на Руси матушка? Хорошо. Нет. Я говорю по-русски, я понимаю культуру, я смотрел фильмы, я слышал музыку, многие вещи. Но многие русские традиции странные. Но это не проблема для адаптации. Россия не такая уж иностранная. Это европейская страна. Есть много европейских традиций. Это христианская страна, есть политика западного стиля, был европейский король. Это не похоже на Азию или на Азию. Это Европа, это, да. 6. Сразу ли ты разобрался с русским сленгом? Конечно же нет. Но со временем я научился, и теперь я знаю много. Я здесь живу, у меня есть местные друзья, я слышу сленг каждый день. Я всегда стараюсь запомнить это. Но нет, вначале сленг был как иностранный язык, это русский, это как иностранный язык, да. 7. Что можешь сказать о качестве продуктов здесь? Что хуже, лучше, почему? Некоторые вещи лучше, некоторые хуже. Например, мясо в России на вкус более, как сказать, обработанные, да, обработанные. В Москве у продуктов нет такого свежего вкуса и запаха. Я знаю, что в Европейском Союзе у нас очень строгие законы о безопасности пищевых продуктов и другие правила. Здесь в России законы менее строгие. Но когда я был в других городах и когда я был в рынке, например, фрукты и овощи могут быть очень вкусными и очень свежими. Но продукты в супермаркетах, например, Пятерочка или в Магнит, не так хорошие, как британские супермаркеты. Но многие товары с рынков просто очень вкусные. 8. И последний вопрос. Что ваши родственники думают о вашей жизни в России? Все мои родственники англичане. Родились в Англии, выросли в Англии и все еще живут в Англии. Все они говорят только по-английски. Я единственный человек в моей семье, который живет за границей. Они не были удивлены, что я переехал в Россию, но
я уверен, что они все думают, что я странен. Но мои родители очень поддерживают меня. Я принял решение, они приняли его. И я очень рад, и они очень рады, что я счастлив. Я объяснял свои решения, мою работу, мою заработную плату, стоимость жизни в России, всю мою ситуацию, и они приняли мои решения. Хорошо, это все вопросики. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Я хочу просто сказать спасибо за 5000 подписчиков. Я ценю всех. Надеюсь, вам понравилось мое единственное видео на русском языке. Пожалуйста, нажмите лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо и до свидания.